Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание 15 июня. Поговорим, почему 15 июня считается священным днем, что ни в коем случае нельзя делать в этот день для того, чтобы у вас не было проблем с деньгами, чтобы у вас не было проблем с финансовыми вопросами. И также мы рекомендуем именно сегодня, 15 июня, на протяжении этого священного дня произносить одну определенную фразу, которая поможет вам и убережет от проблем с деньгами. Ну а для начала все по порядку. 15 июня считается священным днем, и главным запретом в этот день, друзья, считаются любые выяснения отношений, скандалы, переговоры и решение любых финансовых вопросов. Если вы захотели купить в этот день квартиру, недвижимость, автомобиль или планируете купить крупную технику, отложите это на другой день. Наши предки верили, что любое из этих дел способно навлечь серьезную беду в жизнь человека, что в конечном итоге может привести не только к порче взаимоотношений, но и к большим финансовым трудностям и при этом ухудшению всех важных дел. Поэтому постарайтесь все, что связано у вас сегодня с финансами, перенести на другой день. Как говорится, береженого Бог бережен. В этот день по народному календарю чтут память Никифора Вьюна. И в народе уже сегодня заканчивался сезон засеивания полей. Но работы на полях и в огородах продолжались. Однако уже они не такие были тяжелые. И вечером, уже 15 июня, люди собирались и устраивали шумные гуляния, чтобы отстраниться от всех дел. Удивительно, но в такой день собирались люди разных поколений и возрастов. Даже старые люди выходили на улицу, чтобы прогнать тоску и печаль. 15 июня по народным приметам было принято отправляться в храм или церковь. И стоило было найти икону преподобного Никифора и помолиться ему за свое здоровье и здоровье своих родных, а также купить свечи и поставить свечи за здравие. Народные приметы гласят, что Никифоров был сильным целителем, поэтому если вас беспокоит какая-то болезнь, болячка, вам стоит прийти в церковь и помолиться за свое здоровье, а после вернуться домой и ложиться спать. Конечно, наверное, это не всем удобно, но приметы есть приметы. И недаром наши предки передавали из поколения в поколение, что нужно делать в тот или иной день. И тогда на утро человек чувствовал себя уже намного лучше. И в большинстве случаев человек, который помолился у иконы преподобного Никифора, исцелялся сразу. В худшем болезнь медленно уходила потихоньку на нет. И люди, друзья, сегодня, 15 июня, неспроста выходили на улицу и шумно проводили вечер. Таким образом, они отгоняли плохие мысли и негатив. Считается, что если в этот день думать о плохом и испортить себе настроение, не только себе, но и окружающим, то такое состояние задержится в жизни достаточно долго, что приведет к упадкам во всех сферах жизни. Поэтому ни в коем случае это не делайте в такой летний прекрасный день. И, друзья, при выходе из дома 15 июня стоит устремиться прямо к своей цели. Если ваша цель дойти до машины, значит идите прямо к ней, не поворачиваясь и не общаясь с соседями. Если вам нужно покинуть двор, то идите и не смотрите по сторонам. Считается, что в момент, когда вы смотрите по сторонам, к вам могут забраться темные силы, которые также негативно повлияют на вашу жизнь. Еще один серьезный запрет этого дня – вспоминать тех, кого уже нет рядом. В целом, это дурной тон по отношению к этим людям. Однако в этот день именно это категорически запрещено делать. Иначе они будут навещать вас в снах и напоминать о себе.
чаще это будут сны, наполненные печалью и страданием. Следующий, друзья, очень важный запрет этого дня, 15 июня, мести пол веником также запрещено. Но это уже, наверное, стандартный запрет согласно народным приметам. Более интересно, что девушка, там, где в семье ждут ребенка, запрещается именно сегодня, 15 июня, идти в магазин. Если быть точнее, то запрет касается здесь именно тяжелой ноши. То есть нельзя в этот день носить пакеты с тяжелыми покупками. В противном случае роды могут начаться раньше, а новорожденный будет иметь слабое здоровье. Друзья, это основные наши запреты на 15 июня. Каждому решать, выполнять их, прислушиваться или нет. Но народные приметы передавались из поколения в поколение. Недаром они записаны как народные. И наши бабушки, к сожалению, а может, к счастью, все равно, помните, всегда говорят: это не делай сегодня, это не надо еще. Так что подумайте об этом. Ну, а мы сегодня хотим вам предложить одну фразу. Это магическая фраза, которая поможет вам именно сегодня, 15 июня, для того, чтобы защитить вас от потери денежных средств. Вот вы прослушали видео сегодня, 15 июня, переписали себе на листочек, и время, вот вы сразу произнесите, именно вслух нужно произнести. И далее, уже на протяжении всего дня, старайтесь еще раз произносить. Даже если, друзья, вы прослушали это видео уже вечером 15 июня, и вы уверены, что вроде бы с деньгами у вас ничего не может случиться, потому что вы уже дома, в любом случае произнесите эту фразу, потому что еще день не закончен, и, соответственно, все что угодно может произойти. Итак, друзья, слова следующие. Золотой свет изобилия и процветания, исходящий от солнца, омывает все мои тела своим потоком, вымывая из них весь негативный опыт, касающийся денег. Он легко устраняет все, что мешало мне доверять Вселенной и быть богатой. Я богата отныне и навсегда. Потоки денег всегда приходят в мою жизнь легко и просто. Друзья, один раз произнесли, и после этого желательно вот еще перепишите на листочек, чтобы не искать каждый раз и читать время от времени именно сегодня, 15 июня. Вот, друзья, такие вот народные приметы и запретами мы хотели с вами поделиться на 15 июня. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь, потому что у нас на канале достаточно много интересной, полезной и важной информации. Ставьте лайк и, конечно, пишите себе слова на сегодня в комментариях под видео, таким образом закрепляя эти волшебные и сильные магические слова.